Привет, ребята! В этом выпуске я расскажу о своей захватывающей теории о реальном предназначении таинственных пещер Лунью, которым не менее 2000 лет. Моя новая теория, которую я представляю здесь впервые, прекрасно отвечает на основные вопросы об этом месте. Эти пещеры сбивали с толку историков с момента их открытия в 1992 году. Кто их создал? И зачем? В моем предыдущем видео я представила доказательства того, почему я считаю, что эти пещеры были созданы развитой древней цивилизацией при помощи машин. Ссылка на это видео в правом верхнем углу экрана. В этом видео я поделюсь своими новыми открытиями. А ответ на вопрос, зачем были построены эти пещеры, скрывается у всех на виду. Несмотря на различия в размерах, пещеры Лунью очень похожи. Каждая пещера выглядит как большой зал с небольшим входом, огромной лестницей, наклонным потолком и одним или несколькими углублениями в полу. Эти пещеры настолько большие, что их можно было бы использовать для бальных танцев или устраивать крупные благотворительные мероприятия. В моем предыдущем видео я показала, как выглядели пещеры с уровня земли. Эти небольшие пруды — единственные входы в пещеры. Веками местные жители использовали пресную воду из этих прудов, потому что они никогда не пересыхали, а уровень воды оставался постоянным. В 1992 году местному фермеру удалось поймать большую рыбу. Его друзья были удивлены и подумали, что в пруду может быть еще больше рыбы и, возможно, даже сокровища. Поэтому они установили насос и качали воду в течение 17 суток подряд. В результате появилась большая пещера. Так были обнаружены пещеры Лунью. Когда жители деревни наконец осушили пещеры, они не нашли ни рыбы, ни сокровищ. Пещеры были совершенно пусты. Куда же пропала рыба? Есть ли другие отверстия в пещерах, которые могли бы объяснить, куда ушла рыба? Раскрытие тайны казалось маловероятным, потому что люди теперь могут спуститься на дно пещер и все осмотреть. Но как насчет этих прямоугольных затопленных участков? Могут ли они быть ключом к разгадке этой тайны? По фотографиям видно, что эти участки заполнены водой, как небольшие бассейны. Я буду называть их бассейны. Средняя глубина каждого бассейна около 5 метров. В пещерах, в бассейнах вода появляется естественным образом и никем не обслуживается. Сегодня воду из пещер нужно откачивать еженедельно, иначе пещеры затопят. Это ясно указывает на наличие подземного ручья или водоносного горизонта. Пещеры Лунью расположены на небольшом холме и очень близко к реке, поэтому весьма вероятно, что пещеры связаны с рекой. Кстати, другое место, похожее на Лунью, тоже находится недалеко от реки. Ученые описали этот бассейн так: две стены вырезаны из коренной породы, а две стены сложенные из каменных блоков. Каменные блоки более проницаемы, чем песчаник, поэтому вода может проникать вовнутрь пещер. Древние строители могли легко вырезать весь бассейн только из камня, но предпочли этого не делать. Должна быть причина, по которой бассейны были построены именно таким образом. Кстати, о дне бассейна информацию найти не удалось. По всей вероятности, дно бассейна не является цельной частью. Это может объяснить, почему не нашли рыбу. Скорее всего, как только начали осушать пещеры, рыба ушла через неизвестный и уже засыпанный проход на дне бассейна. Так зачем же в этих бассейнах использовались каменные блоки? Эта интересная особенность напомнила мне еще одно сооружение, которое использовалось в древности. Это колодцы. В нижней части колодца также используется пористый материал, например, гравий, для забора воды из водоносного горизонта. Если бассейны в пещерах Лунью служили колодцами для воды, то это свидетельствует о том, что пещеры Лунью были построены поверх подземного водоносного горизонта. Я считаю, что первоначальные древние строители специально выбрали местоположение пещер с полным пониманием гидрогеографии. Не случайно пещеры и сегодня имеют постоянный доступ к воде.
Это приводит к одному из самых сложных вопросов. Для чего созданы эти пещеры? Какое их изначальное предназначение? Современные теории утверждают, что пещеры были созданы ручным трудом и служили карьером, могилой, королевским дворцом, хранилищем или укрытием. Эти теории не принимаются большинством ученых, потому что ни одна из них не может объяснить уникальные характеристики пещер Лунью. Например, почему в пещерах нет следов масляных ламп или факелов, нет доступных для людей входов, нет лестниц нормального размера, нет жилых помещений. И почему каменщики не добывали камень на поверхности, что было бы менее трудозатратно и намного безопаснее. Все пещеры, несмотря на разницу в размерах, имеют схожую планировку и структурные особенности. Они так похожи, что мы можем думать о современных жилых комплексах, в которых есть группы унифицированных домов. Но были ли пещеры Лунью жилыми домами? Я говорю нет. Давайте сравним пещеры Лунью с другими известными пещерными системами, которые известны своими жилыми помещениями. Например, Деренкую в Турции. Деренкую — это сложная многоуровневая пещерная система, в которой все комнаты и лестницы имеют человеческий масштаб и связаны между собой. Вот пещерные дома в Испании, некоторые из которых до сих пор используются как жилище. А вот и пещерный дом в Италии. Мы видим, что пещеры в Турции, Италии и Испании близки к человеческим масштабам, и есть свидетельство того, что в них когда-то жили люди. Каждый из этих пещерных домов имеет собственный вход, спальню, кухню и гостиную. Но все пещеры Лунью имеют только одно пещерное пространство. Почему? Еще в доисторические времена люди строили дома с разными комнатами для разных функций. Даже если пещеры Лунью были построены гигантами, то им тоже нужно спать, готовить и хранить продукты. Именно по этой причине я не верю, что пещеры Лунью были созданы для проживания. У этих пещер была одна очень конкретная и очевидная цель. Как я упоминала раньше, сегодня многие пещеры Лунью остаются заполненными водой, а в открытых пещерах необходимо постоянно откачивать воду. Так что эти пещеры были спроектированы и построены для сбора и хранения воды, как древние колодцы и цистерны. Технология цистерн восходит к доисторическим временам. Цистерна отличается от колодца тем, что колодец обеспечивает доступ к грунтовым водам в водоносных горизонтах, а цистерна использовалась для хранения большого количества дождевой воды. Между прочим, сегодня мы все еще используем цистерны. Водонапорные башни, резервуары для воды и крытые резервуары необходимы нам в повседневной жизни. Я пришла к выводу, что пещеры Лунью были построены потерянной доисторической цивилизацией и были предназначены для сбора и хранения воды. Эти пещеры работают как комбинация колодца и цистерны. Они могут забирать воду из подземных водоносных горизонтов, как колодец, и также накапливать воду, как цистерна. Я покажу вам фотографии древних цистерн. Вот фотографии муниципальных цистерн с водой в Стамбуле, Париже, Копенгагене и Иордании. Они датируются Средневековьем и ранее. Подземные цистерны способны удерживать много воды. И поскольку они изолированы камнями и являются крытыми, при испарении теряется намного меньше воды. Лестница в этих цистернах обеспечивает более легкий доступ к воде и может использоваться для технического обслуживания. Например, для того, чтобы добраться до дна для очистки каменных фильтров от накопленного шлама. Вот несколько фотографий цистерны в крепости Масада в Израиле. Согласитесь, что масштабы этих цистерн аналогичны пещерам Лунью. Наклонное дно пещер Лунью может быть идеальной особенностью, позволяющей оседающему мусору скатываться в одну сторону, что также облегчает очистку. Эта хорошо спланированная функция работает так же, как сегодняшние резервуары с наклонным дном. Что касается того, почему пещеры разных размеров. Возможно, они использовались для разных целей, таких как домашнее хозяйство и сельскохозяйственные нужды, для которых требовалось разное количество воды.
Возможно, отдельные пещеры принадлежали разным древним компаниям или семьям. Поэтому я считаю, что пещеры Лунью – это сочетание древних цистерн и колодцев. Используя мою новую теорию, мы можем с комфортом объяснить все особенности пещер Лунью. Их гигантский масштаб, маленькие входы, отдельные огромные пустые пространства, спускающиеся лестницы, наклонное дно, отсутствие следов износа, отсутствие следов системы освещения, отсутствие следов каких-либо человеческих жилищ, отсутствие мебели или артефактов, и отсутствие связи между пещерами. Моя теория даже объясняет, почему не нашли рыбу после осушения пещер. Самое потрясающее то, что эти цистерны все еще функционируют так, как они и были задуманы тысячи лет назад. И это действительно удивительно, если учесть, насколько они древние. С развитием технологий новые свидетельства приводят к удивительным открытиям, раскрывающим цель древних пещер. Старые теории меняются. Новые теории развиваются, трансформируя наше представление о прошлом. Мы живем в невероятную эпоху, полную передовых инструментов, которые помогают нам исследовать и раскрывать тайны. Заглянув за 6000 лет назад, мы можем представить себе невероятные технологии, построившие эти великолепные пещеры, способами и методами, аналогичными тем, какими мы создаем сегодня наши чудеса. В моем следующем видео я расскажу о месте, которое относится к категории древних карьеров, с подземными ручьями, о которых вы, вероятно, никогда не слышали. А в мире еще много загадок, но в один ролик они все не поместятся. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Все ссылки на источники информации в описании под роликом. Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ну а мы пока поищем что-нибудь интересное для следующего ролика. Монтаж, перевод, озвучка и анимация студии Эльмукон.